Йошкиригадем, йоу, пацаны, короче, сегодня мы будем что делать? Смотрите, вот мы видим с вами параметры зажигания, и мы видим то, что есть вот одна катушка, да, у нее вот такое вот время искры, вот вторая катушка, у нее такое время искры. В идеале они должны быть одинаковые, то есть 1,50 должны быть одинаковые. Ну, видите, по вольтажу тоже тут увеличен вольтаж, тут уменьшен. То есть, по сути, они должны быть как-то более-менее одинаково плясать. И, то есть, мне сказали, что катушка может просто дохнуть. То есть, вы реально даже, вот машина троить не будет, ничего. Но она не будет нормально делать зажигание. А как мы знаем, что эффективное сжигание очень важно, чтобы хорошая искра была, чтобы зажигание в нужное время было. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Это влияет и на мощность, это влияет и на скорость, это влияет и на экономичность и так далее. Поэтому, друзья, сегодня опять же мы будем производить такие очень интересные эксперименты. Я съездил на разборочку, купил такую вот катушечку, оригинальную Mercedes-Benz. Смотрите, катушечка, молодец, красавец такой, такая вообще красотулечка. Зачем вы славите дьявола? И наша будет задача это ее подкинуть и посмотреть, что у нас по нашим показателям изменится. Любопытно. Плюс еще где-то дома я нашел парочку оригинальных таких вот кабелечков с эбонитовыми сердечниками, что дает нам понимание, что может быть они-то и неплохие, и стоит снять те польские или китайские вонючие, которые вообще дно. Не покупайте китайские провода никогда в жизни. Поэтому идем мы сейчас забавляться, заниматься, а потом посмотрим, на что это все-таки повлияет, и повлияет ли это вообще. Ну, вы же понимаете, что все это делается ради разгона. Как бы больше никакие меня вопросы не интересуют. Четко. Вот тут еще один красавец стоит уже в рестайлинге, видите? Но правда в классик. Вот у меня хром, да, видите, а тут без хрома. Но мне кажется, что с хромом намного лучше смотрится Мерсик. Значит, вот это старая у нас, вот это новая. Я ее ставил. Ну, давайте поменяем вот эту тогда и посмотрим, что изменится. Это китайский провод на оригинальный, видите, вот этот вот. И он оказался рабочим, меня это очень сильно радует, потому что он сделан с какой-то такой ультразвуковой обмотки, и он очень качественный, и будет он ходить еще 20 лет, в отличие от обыкновенных китайских. Ну и сейчас посмотрим, в каком состоянии наши свечки. Ну, видите, дофига нагара. Изолятор, в принципе, вот этот сердечник, который внутри, он, в принципе, ну, еще более-менее, но я уже вижу, что он немножечко подстерся. Я не знаю, друзья, может вы разбираетесь или нет. Вот такой вот белый нагар, это богатая смесь или бедная смесь? Напишите в комментариях, кто знает, потому что я, к сожалению, в данных нюансах не разбираюсь. Но, то есть о чем-то это действительно может свидетельствовать. Самое главное, что они не в масле, вот это меня радует. Сейчас я возьму вот такую вот щеточку и почищу эти свечки. Все, каждую. Чтобы они, надеюсь, работали лучше. Ну вот она сейчас чистая, надеюсь, ей лучше будет житься, да? Я скоро с ними буду уже разговаривать, реально, блядь. Уже просто крыша едет, пиздец, от этого Мерседеса. Вот это то, что ближе к нам, это старая катушка, а вот это, которую я купил на разборке, авторазборке. И сейчас мы посмотрим, стоила ли эта игра свеч, изменит ли это что-то в динамике и в показаниях на нашем приборе. О! Вижу, что есть какие-то пропуски зажигания непонятные. А это плохо. Может быть, мы что-то не подключили? Сейчас посмотрим. Может быть, наша катушка оказалась паленой? Интересно. Итак,
О. Видите, катушка не дает искру. А это говорит о чем? По-моему, нихуя не изменилось. А то ли мы катушку поменяли, интересно. Я попробую поменять эти катушки местами, чтобы как-то проверить немножечко их. Вот показатели у нас. Оказалось то, что я немножко перепутал. Значит, вот эта катушка, которую мне продали в прошлый раз на авторазборке, вот она как раз таки моросила. А теперь посмотрите, видите, практически одинаковые показатели, пляшут практически одинаково по времени искры. И это, конечно, меня радует на самом деле. У нас оригинальные провода, везде стоят оригинальные катушки. Не паленая какая-то фигня, видите, тут непонятно вообще, что это даже за катушка. Даже не написан производитель. Может, какая-то паленая фигня на самом деле. Made in Spain. Испанская. Ну и бог с ней. Я считаю, что я не зря купил. По крайней мере, та тоже работает. И я ее могу оставить на всякий случай. Потому что у катушек есть такое свойство, как наебнуться в самый неподходящий момент. И у меня всегда будет, во-первых, подменная катушечка. Во-вторых, у меня будет запасные провода, один из которых оригинальный. Ну и, соответственно, надеюсь, машина будет меньше подтраивать, лучше ехать. Но опять же, я это посмотрю еще на динамике, когда я поезжу, потом вам скажу. На самом деле, такие проделки с старыми проводами и бэушными катушками всегда нужно ставить под сомнение. Но то, что я хочу сказать, то, что машина на самом деле стала работать ровнее, стала ровнее немножечко разгоняться. Ну, может быть, чуточку, ну, поймет, естественно, только тот, кто за своей машиной любит наблюдать и как бы понимает нюансы. То есть чувствуется, что немножко даже вот мягче стало, она перестала так дрыгаться. Ну, как бы, не знаю, по поводу отзывчивости на педаль. Ну, знаете, обыкновенному человеку, естественно, это будет не видно. Ну, я надеюсь, что мы что-то все-таки правильное сделали, что-то хорошее для машинки все-таки сделали. Поэтому, друзья, если у вас тоже такая проблема именно, что потихонечку умирает катушка, то есть смысл просто ее купить, поменять. Она вот мне стоила $20 всего лишь навсего. И, знаете, я не обеднел, а надеюсь, это хорошо скажется все-таки на езде и нормальной работе моего мотора. Ну все, друзья, конечно, надо было бы еще поменять свечи. Ну вот смотрите. Ну неплохо, то есть она так хорошо дует. Вот посмотрите. То есть опять же наши все цифры в нормальном положении. Обороты холостые тоже держатся так, как надо. Сейчас посмотрим температуру. Ну, смотрите, температура на впуске 23, температура антифриза 81. Все, короче, как надо. Надеюсь, друзья, это как-то мне поможет. Я очень в этом надеюсь. Ну, а пока, друзья, что, подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Больше будет информации. Видите, я смог сейчас с помощью сканера решить невидную, просто невидимую, как говорится, обыкновенным взглядом проблему, потому что, ну, к примеру, мы ездим, мы не можем прислушаться, мы не можем увидеть, только единственное по компьютеру можем эти показатели посмотреть. Вот смотрите, вот видите, ну вот это вот только напряжение 42, 35, 34 меня волнует, но нужно посмотреть еще, что это обозначает. Вот, ну так двигатель работает, может, даже ровнее, чем работал. Поэтому почему бы и нет. Круто. Ну все, пока, пацаны.